Всем привет! Я очень рада вас приветствовать на нашем канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Итак, кто не знает, вкратце расскажу, что сейчас мы с Богданом живем в Шотландии, в городе Глазго. И находимся мы здесь по причине того, что в Украине идет война. И раз уже так получилось, что мы сейчас живем в Шотландии, хотя, конечно же, таких планов у нас ранее не было, нам очень интересно ознакомиться с историей, архитектурой, интересными местами этой страны, что мы и делаем. И вот мы с Богданом сейчас приехали в город, который называется Стирлинг. Это город центральной части Шотландии. Это один из старейших городов и бывшая столица Шотландского королевства. Население 37,4 тысячи жителей по данным на 2016 год. Всего 7 городов Шотландии, которым присвоен статус Сити. Это Эдинбург, Глазго, Абердин, Инвернес, Данди, Перт и Стирлинг. Стирлинг значительно старше Эдинбурга и Глазго. Здесь было поселение еще в каменном веке. Как я уже говорила, задолго до Эдинбурга Стирлинг был столицей Шотландии. Именно здесь царствовал Роберт Брюс. И именно здесь в 1297 году Уильям Уоллес на голову разбил войска короля Эдуарда II, положив начало борьбе за вторую независимость Шотландии. Да, это та самая битва, которая описана в фильме «Храброе сердце». Одним из наиболее известных исторических сооружений города является Холерудская церковь, церковь Святого Креста. За исключением Вестминстерского аббатства, это единственная в Британии церковь, принимавшая под своими сводами коронационную церемонию. Здесь 29 июля 1567 года на шотландский трон взошел Яков VI, сын Марии Стюарт. Он стал первым королем как Англии, так и Шотландии. Еще одной знаменитой достопримечательностью Стирлинга является замок Стирлинг. Он заложен на вершине скалы в XII веке, почти полностью построен в XVI веке, выдержал 8 осад, последнюю во время восстания якобитов в 1746 году, когда его безуспешно пытался штурмовать Карл Эдуард Стюарт. Также Стирлинг известен монументом Уоллеса. Это 67-метровая четырехгранная башня в стиле неоготики, возведенная в 1869 году в честь шотландского национального героя Уильяма Уоллеса. В Стирлинге, конечно, много еще различных мест, которые интересно посмотреть, но я вам просто сейчас обозначила основные достопримечательности этого чудесного небольшого городка. Глянь, январь месяц, а какая зеленая трава. Прямо такая свежая, зеленая. Тут вообще как-то зелени много, да? Вот. Стены какие в тюряге. Видишь? Угу. А вот смотри, тут какая-то часовенка. Или что это, как это назвать? Капличка. Беседка. Да не беседка. Это что-то церковное, религиозное. Где церковь? Вот это. Ну, тюрьма. А здесь рядом с тюрьмой, наверное, Это беседочка. как-то ж на спасение души. Ну да, Черчилл написано. Вот, уже говорите. Тюрьма, а рядом церковь. Это очень красиво. Вряд ли что это тюрьма. Тоже какой-то костел, наверное. Ну что, да, что такое. Да, вот это вот тюрьма. По билетам. Пойдем, приехали, будем смотреть. Тюрьму? Ну, в тюрьму, конечно. А, ну смотри, вход свободный. Пошли вот так вот пока Да зайдем. не, вон билеты там. Ну а что, так не пропустят вот так вот просто зайти? Может, на территорию свободно? Ну, коридоры, может, свободно. Перед нами здание городской тюрьмы, которая, конечно же, в процессе своего существования была реконструирована. Эта тюрьма носит название Толбут. И здания Толбута были впервые построены в 1626 году. В
1844 году в камере старой тюрьмы Толбут содержалось 24 заключенных, и приехавший судья осудил ужасные условия содержания заключенных. Тюрьма была реконструирована, и в 1847 году была открыта новая тюрьма, имеющая современный дизайн, который позволял проводить в одиночном заключении постоянное наблюдение. А с 1888 года здание тюрьмы использовалось как военная тюрьма. В настоящее время в Толбуте проводятся различные мероприятия Совета Стерлинга, а также он является домом для некоторых из лучших музыкантов и исполнителей, работающих в Шотландии. Шмотки на окна, нет? Ну да. Мы так вот приехали. Знаем, что здесь есть замок. Богдан смотрел. А так все смотрим, что нам попадается по дороге. Расширенное здание, внесенное в список памятников архитектуры категории А, сохранило многие оригинальные черты, такие как купольный потолок в главном зале, а также использование самых современных технологий на всех своих 8 этажах. Мы не попали в это здание, потому что на момент нашего приезда в Стерлинг оно было закрыто. Поэтому мы могли его только посмотреть с внешней стороны и побродить около него. Смотри, сколько зелени сейчас здесь вокруг. А вот свежие такие листочки. Вот такие, красота какая. Такая прям свежая зелень. Как будто бы весна. Птички поют. Красота. Обошли мы вокруг тюрьмы, нигде не увидели продажи билетов вовнутрь. А там внутри. Посыпали солью такой крупной. Видно, подмораживала, чтобы людям не скользко было ходить. А вот еще какой-то костел. Сейчас подойдем, посмотрим, как он называется. Не знаю, ну такие интересные улицы. Прямо везде хочется фотографировать. Что тут написано? Ага. Написано церковь Холли-Рут. The Church, the Holy-Rood. Закрыто. А там что-то написано, часы работы.
Вон написано. С 11 до 3. Sunday сервис. Закрыто, да, закрыто. Тоже такая молодая. Не знаю, мне это напоминает, как в Польше был костел. Все современные, напиханные. А тут вот такое. Церковь, как водится, рядом кладбище. Пушки. Богдан.